Утренний выход старого рыболовного сейнера «Атлантис» в открытое море начался с необъяснимого предчувствия, которое охватило капитана Виктора Петровича еще до того, как первая сеть коснулась холодных тяжелых вод Тихого океана. Когда тяжелая лебедка, натужно скрипя под напряжением тросов, начала вытягивать из глубины 5-метровую тигровую акулу, никто из членов команды не ожидал увидеть хищника, чей правый бок был изуродован огромным, давно затянувшимся шрамом, в самом центре которого зловеще поблескивал плотный металлический предмет. «Виктор Петрович, берите зажим и багор. Тут что-то совсем странное. Эта рыба словно проглотила кусок металла, который теперь торчит наружу», — прокричал молодой матрос, указывая на тусклый отблеск, который так глубоко врос в плоть акулы, что казался частью ее тела. Когда хищник окончательно затих на мокрой палубе, капитан, чьи руки дрожали не от холодного ветра, а от внезапной тревожной догадки, осторожно очистил металл от налипших ракушек и увидел рукоять тяжелого водолазного ножа, на эфесе которого, несмотря на долгие годы в соленой воде, все еще можно было разобрать гравировку с инициалами майора юстиции Сергея Лебедева. Этот человек когда-то считался одним из лучших следователей по делам о коррупции в порту Находки и бесследно исчез ровно 20 лет назад вместе с важнейшими доказательствами по делу о хищении государственных грузов. Его поиски тогда не дали никаких результатов, оставив после себя лишь нераскрытое дело в архивах. Самым поразительным оказалось то, что за клинком, который акула носила в своем теле все эти годы, скрывался небольшой герметичный тубус, который майор, по всей видимости, успел закрепить на ноже в последние секунды своей жизни, прежде чем исчезнуть в морской глубине. Как только «Атлантис» на полной скорости вернулся в порт, Виктор Петрович, понимая значение находки, немедленно связался с берегом по закрытому каналу. Уже через короткое время вся территория порта была оцеплена, а входы и выходы перекрыты, что вызвало заметное напряжение среди местных предпринимателей. Внутри тубуса были обнаружены не только списки людей, причастных к исчезновению следователя, но и оригиналы банковских документов, которые на протяжении многих лет считались уничтоженными. Эти материалы напрямую указывали на высокопоставленных лиц, занимающих ключевые должности. Моряки стояли на палубе в полном молчании, наблюдая, как специалисты в перчатках аккуратно забирают находку, понимая, что море способно хранить тайны дольше любых архивов, но иногда оно все же возвращает их людям самым неожиданным образом.